Она не смогла сдержать слез, когда надевала подвенечное платье. Тонкое кружево жгло кожу, будто чужая оболочка. В зеркале хрупкая девушка с покрасневшими глазами, а рядом мать, торопливо поправляющая фату и шепчущая: «Терпи, Эмили, так будет лучше для нас всех». Слова «для нас всех» звучали как приговор. Женихом был мистер Ричард, состоятельный человек, владелец нескольких фабрик, уважаемый в городе. Но возраст его был почти равен возрасту ее отца. Его виски серебрились, походка была осторожной, шаги с глухим эхом трости. Она видела в нем не мужа, а чужого старика, в тени которого ей суждено исчезнуть. На венчании ее руки дрожали. Кольцо холодом обожгло палец. Гости аплодировали, лица светились улыбками, а под фатой катились тихие слезы. В ее груди билось сердце, которое не знало любви, только страх и обреченность. «Почему именно так?» — твердило оно. «Почему не любовь? Почему не свобода?» После торжества дом Ричарда встретил ее тишиной. Огромные залы с высокими потолками казались пустыми и чужими. Слуги расставили цветы, но аромат казался тяжелым, давящим. Каждый шаг по мрамору отзывался эхом, словно она шла не к началу новой жизни, а к собственной клетке. Она боялась брачной ночи. Боялась того, что старик захочет доказать свою власть. Слезы жгли глаза, когда дверь их комнаты закрылась за ней. Но случилось то, чего она никак не ожидала. Ричард вошел неторопливо, с тростью в руке. В его взгляде не было хищной жадности. Он опустился в кресло у камина, посмотрел на нее мягко и устало. «Ты напугана, Эмили», — сказал он. «И это нормально. Я не хочу тебе боли». Он протянул ей старую, потрепанную книгу. «Это том стихов, который читала мне мать. Если позволишь, я начну с них». Она не поверила своим ушам. Вместо грубого требования — стихотворные строки. Вместо холодной власти — забота. Он читал медленно, с расстановкой, и его голос, низкий и немного хриплый, наполнял комнату теплом. Чем дольше она слушала, тем сильнее чувствовала — страх отступает. Ночь, которой она ужасалась, обернулась беседой. Они говорили о книгах, о музыке, о том, как он в молодости мечтал стать художником, но выбрал фабрики ради семьи. Он признался: «Я боюсь одиночества больше, чем смерти». Эти слова пронзили ее. Впервые она увидела в нем не богатого старика, а человека, уязвимого, одинокого. Слезы снова выступили на глазах, но уже другие. Она подумала: может, я найду здесь не любовь-страсть, о которой мечтала девочкой, но любовь-дружбу. Может быть, в этом доме я обрету не клетку, а покой. На рассвете, глядя, как он мирно спит в кресле, она впервые за долгое время почувствовала, что ее сердце стучит не только от страха, но и от надежды.